Небольшой домик на окраине сурового туманного городка Эшвуд стоял под натиском яростного ветра. Ночные порывы так грохотали по окнам, что казалось, будто стекло треснет от одного только следующего удара, а снег, налетавший за считанные минуты, поднялся у крыльца плотной белой стеной. Именно в самую середину этой снежной бури маленькая Мира услышала звук, который никогда не сможет забыть: два еле заметных всхлипа, такие тихие, что их почти полностью уносило ветром. Девочка подбежала к входной двери, приоткрыла ее ровно настолько, чтобы выглянуть наружу, и увиденное заставило ее сердце на мгновение остановиться. На ступеньках, прижавшись друг к другу, сидели два крошечных щенка-хаски, дрожащие так, что их маленькие тельца будто содрогались в унисон с бурей, их мех был покрыт льдом, лапки окаменели от холода, а движения были едва заметны. Мира резко вдохнула, пытаясь перекричать ветер: «Мама! Папа!» Но буря мгновенно поглотила ее голос. Она не мешкала ни секунды, выбежала на крыльцо, схватила обоих замерзших малышей, прижала к груди и втащила их внутрь, захлопнув дверь ногой. Щенки были насквозь мокрыми, ледяными и невероятно напуганными. Мира укутала их в несколько одеял, уселась рядом на пол и стала дуть им в мордочки теплым воздухом точно так же, как видела, что ее мама делает с младшей сестрой в холодные ночи. «Тише, все хорошо, теперь вы в безопасности, я обещаю», прошептала она дрожащим голосом, и щенки ответили тихим скулежом, словно понимали. Девочка еще не знала, что ее ночная доброта приведет к тому, что на рассвете ее дом окажется окружен полицией. Всю ночь Мира не спала, не отходя от малышей ни на минуту. Она кормила их теплым молоком с чайной ложки, сушила их мех феном, рассказывала им истории, лишь бы никто из них не уснул от холода. Около 4 утра один из малышей осторожно толкнул носом ее щеку, а второй забрался на колени. Они больше не дрожали и смотрели на нее с доверием. Когда к рассвету буря стихла, беда пришла в другом виде: синие и красные вспышки прорезали занавески. Мира протерла глаза и, выглянув наружу, замерла. 3 полицейские машины стояли у дома, голоса доносились через двор: всем оставаться внутри. Никому не открывать дверь. Сердце девочки провалилось вниз. Она схватила щенков и спрятала их за собой, забравшись с ними в сделанную накануне крепость из одеял, будто защищала самое ценное в мире. Родители выбежали в гостиную в смятении, пытаясь понять, что происходит. Прежде чем Мира успела что-то сказать, в дверь громко постучали: «Откройте! Полиция! Это срочно!» Отец девочки открыл дверь, и в дом вошли несколько офицеров. Один держал в руках фотографию, другой внимательно осматривал помещение так, словно искал опасного преступника. Мира сжалась, боясь, что сейчас щенков заберут. Тогда один из полицейских глубоко вздохнул, чуть смягчив выражение лица, произнес: «Мира, ты не сделала ничего плохого. На самом деле ты поступила очень правильно и смело». Он перевернул фотографию, на ней были 2 щенка-хаски, те самые, которых девочка спасла ночью. Эти малыши пропали вчера вечером после аварии на северной трассе к ледяному перевалу Дарквуд, начал объяснять офицер. Водитель вез их из приюта в специальный центр. Он свернул с дороги, чтобы избежать столкновения с оленем. Фургон перевернулся, он оказался заблокирован внутри почти на всю ночь, и когда спасатели прибыли, щенков нигде не было. Мы искали их всю ночь. «Я просто хотела, чтобы они не замерзли», — прошептала Мира. «И благодаря тебе они выжили», — сказал офицер, но затем его лицо стало серьезным. «И есть еще кое-что. Эти щенки необычные.
Их везли в программу обучения собак-терапевтов. Они должны были стать помощниками детям, которые пережили тяжелые события, которые не могут спать ночью от страха. Мира медленно посмотрела на маленькие лапки, на их внимательные глаза, и не могла поверить, что эти малыши должны были помогать лечить чьи-то сердца. Мама девочки положила руку ей на плечо. «Ты спасла чью-то будущую опору, милая». Офицер прошептал: «Нам нужно отвезти их к ветеринару, проверить обморожение». Но после этого он слегка улыбнулся. «Они, скорее всего, захотят увидеть тебя снова». «Правда?» — еле слышно спросила Мира. «Ты дала им шанс». Собаки-терапевты не забывают доброту. Щенки смотрели на нее, будто она была их единственным светом. Мира поцеловала обоих в теплые лобики. «Будьте сильными. Вас ждет большое дело». В следующей неделе девочка спала, обнимая одеяло, на котором они лежали, молилась за них каждую ночь и каждое утро с надеждой заглядывала в почтовый ящик. И, наконец, однажды днем к их дому подъехал знакомый автомобиль. Из него вышел тот самый офицер, но уже в гражданской одежде, и оба щенка, теперь уже крепкие, здоровые, с радостно виляющими хвостами. Увидев Миру, они сорвались с места, сбили ее с ног и обдали поцелуями, пока она плакала и смеялась одновременно. «Мисс Мира», — сказал офицер гордо, — «программа спасения хочет попросить вас помочь в их дальнейшей подготовке. Они доверяют вам. И щенки тоже». «Но я ребенок», — растерянно произнесла она. «Ты ребенок, который не стал ждать, пока взрослые примут решение», — ответил он. «Ребенок, который увидел жизнь в опасности и поступил правильно. Такой человек и есть герой. А героям найдется место рядом с собаками-терапевтами». Мира расправила плечи. Впервые она почувствовала, что может менять мир, пусть даже мир всего двух маленьких щенят. И с того дня Мира перестала быть просто девочкой, которая спасла их. Она стала частью их пути, живым доказательством того, что один единственный добрый поступок среди ледяного шторма способен разнести тепло на сотни сердец. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.